почему мы переехали в Америку. Прежде всего, я покажу сначала корабль, на котором практически 80% иммигрантов из Европы, наверное, переплыли Да, из Лондона в Нью-Йорк. в Нью-Йорк. А сейчас он стоит около нашего дома. А Да. наш дом вот там, вот где дома, вот за башней как раз. Вот за этим домом, за башней, там дальше наш дом. Решили в январе 2010 года поехать тебе Покажи день себя. рождения отметить твой. И поехали в Лос-Анджелес. Это было так? Да, именно так. Ага. Это было... приехали, отметили день рождения. Да. И были мы здесь 2 недели, я помню. Мы вот и решили просто. Но мы поехали Вдруг- на разведку. Ну, в принципе, да. А почему мы решили переехать? Потому что я начал чувствовать, что в России грядут серьезные изменения. И я первое, что сказал, когда Да. я работал в реставрации, когда Да. наши знакомые стали реставрировать Большой театр, и в Да. Адриге у Аполлона прикрыли его причинное место лепестком. Это возмутительно. Это было... Я сразу тебе сказал, что надо Это ехать. Такое не просто делали даже возмутительно, при потому Советском что Союзе. Он все время стоял голый, и вдруг они сделали так называемый ремонт, Да. и они его закрыли фиговым листком, как будто вот это что-то стыдное. Кругом античные скульптуры, где Самое все смешное, голые. что он находится на огромной высоте там, и Да. не видно при любом раскладе этого. Ну, это, конечно, не причина от того, что мы переехали. Нет, туда. конечно, но это был тревожный Но звоночек. это переезд был у нас грандиозный. У нас была большая собака, ирландский сеттер. И это была большая головная боль перевести. Вот так мы подошли к Queen Mary, к этому самому кораблю. Да, конечно. Одесса. Здорово. Откуда? Одесса. Одесса, прекрасный город. Игорь был в Одессе, я, к сожалению, Ну, не я был был. 2 раза там, да. Он Да. хотел быть командиром корабля. Но моя мама сказала, что нет. И только через мой труп, говорит. Потому что Странно. мы жили в Тбилиси, она просто не Да. хотела ребенка отпускать. 14 лет, это да. Да. В 14 лет туда идут. А вот это Каталина Экспресс идет, да, Игорь? Да, Каталина Экспресс. Он ходит на Каталину остров отсюда. Да, да. В общем, продолжаем рассказывать Да. после встречи с людьми, с этими, по поводу нашего переезда сюда. В общем, приехали мы сюда с кучей вещей, с собакой. Нас встретил здесь приятель на небольшой машине, в которую мы кое-как все это засунули. Я даже до сих пор удивляюсь, каким образом это произошло. Да. Поехали мы в отель. В этом отеле переночевали ночь, и мы столкнулись с такой историей, что нельзя, оказывается, ночевать с собакой. Не во всех отелях можно. в Да. общем, да. И мы сняли И нам умопомрачительный пришлось Софитель. Софитель. За $300 в ночь, это были большие деньги тогда. Да. В 2 раза больше, чем сейчас. За $300, потому что можно было с собакой только там. Ну, в общем, сняли. На следующий день нам нужно было кровь из носа снять квартиру, потому что уже невозможно платить такие деньги постоянно. Мы да? переехали в мотель 6. Мы переехали в мотель 6. За сколько в сутки мы платили? $80. $80. Да, там очень не такая большая сумма. Да. Сняли квартиру. Мы на следующий день, не имея ничего, у нас не было, естественно, ни мебели. Нет, она не на сдается. следующий день. Мы несколько дней жили в гостинице. Ну. Мы сняли дом на Голливудском бульваре, квартиру. Но мы, потому что в первый раз, когда приезжали, мы договорились там, кто работает. И мы пришли, мы ее попросили найти. Нам сказали, что она уже не работает. Пойдем немножко дальше. Что она переехала в Лас-Вегас, по-моему. И нам все равно помогли, показали. сделали, да, Да, всё. мы сказали, что мы ее знаем, и она нам показывала в прошлый раз. И мы выбрали квартиру Да. хорошую. И вот Мы въехали. столкнулись еще с такой историей, что если ты приезжаешь здесь, снять квартиру довольно-таки сложно. Нужно иметь вот эту кредитную историю и так да. далее. Иностранцам снять сложно. Они просят, чтобы показать, что у тебя есть деньги, что ты в состоянии платить. Но так как я продал Да. московскую квартиру, у меня То было есть можно было 230 показать, тысяч да, и на всё. счету. И когда они увидели мой счет, они без проблем нам дали. Вообще Дали, без да, проблем. да. И с очень маленьким депозитом. Обычно иностранцам даются огромным депозитом. Вот. И, в общем-то, мы стали жить там. Жить и стали готовиться к различным процедурам для так называемой натурализации здесь, в Ну, мы Соединенных подали Штатах, документы, у нас был адвокат, который мы заплатили $5000.
Что по тем временам было достаточно. на двоих. Да. А сейчас это стоит уже все 8. Да больше, какие 8? Потом еще мы заплатили $3000 другому человеку, который что-то там тоже делал, да? Армянин. Да. И все про все мы заплатили, получается, 8000? 8 тысяч примерно заплатили, да. И все легко очень мы получили. Ну, довольно легко. Все говорят, что вы очень легко получили. Да, мы получили в течение полугода. А на каком основании мы получили? Мы будем говорить? Это Или не нет? имеет значения сейчас. Это секрет? Да, пока не нужно было. Хорошо. Нам дали белую карточку с нашими фотографиями, что означало, что мы имеем право проживать в Соединенных Штатах и ждать того времени, когда можно подать на грин-карту. Вот. Мы подали на грин-карту через год после того, как побыли на этой белой карте. Такая же процедура ждет всех легальных иммигрантов здесь. Конечно, небольшое различие в том, что если человек выиграл эту грин-карту, есть же лотерея, проводящаяся американским правительством, и если он ее выиграл, то он может приехать и получить ее, он получает бумагу, а потом карту в аэропорту. Ну, давай, теперь ты меня спрашиваешь, что ты хотел спросить. Разочаровался ли ты, что ты приехал в Америку? Нет, я наоборот утвердился в том, что это было абсолютно правильное решение, и все хорошо. И несмотря на то, что у меня там много родственников в Москве, и я не чувствую ностальгических каких-то воспоминаний. Много очень положительного здесь, но и отрицательного полно. Бюрократическая машина, она существует и здесь. Полиция, хочу вам сказать, что самое интересное, все боятся обычно в России, там тебе машин остановят обязательно, да, я езжу здесь с первого дня на автомобиле, меня за всю историю остановили 3 раза, и то один раз из-за того, что я сам остановился, а не он меня остановил. Вот, это за 15 лет 3 раза. Я полицейских вот так вот, видел, несколько раз всего лишь. В Америке не существует такого понятия, как посты какие-то, или же Проверка документов. Не существует такого Покажите понятия. ваши документы, такого нет. Да, мне надо поменять руку. А что тебе не понравилось в Америке? Что ты считаешь в Америке неприемлемо? Неприемлемо для меня то, что люди... Я понимаю, что это страна иммигрантов, здесь все иммигранты, но для меня неприемлемо, когда какой-то латинос, который, кстати, убежал сюда говоря о том, что он там просит убежище и так далее, бегает с мексиканским флагом здесь и орет какие-то свои песни. Там, это меня бесит. То же самое касается других наций. Но русские, кстати, этого не делают. Я никогда не видел такого. Я никогда не видел. Да. Не видел никогда европейские людей, которые вот это делали бы. Ваша жизненная кредо. Всегда. Нет, я верю, что люди добрые, не все злые, и все-таки не все держат кинжал за спиной. Вот. А что ты лучше считаешь изменило твою жизнь? Что именно изменило твою жизнь? Лучше изменило меня первое изменение, это, наверное, моя собака Абигель. Она изменила мое мировосприятие, она изменила мое отношение к животным, хотя у меня до нее тоже были собаки. Опять же, встреча с тобой изменила много чего. Назови 3 лучших момента в своей жизни. Я, наверное, назову рождение ребенка, встречу с тобой. И лучше, да, мы говорим, лучше. А третьего еще не было. Не было пока третьего. Прям вот самого лучшего. Не могу сказать. А ты веришь во вторые шансы? Когда тебе говорят, дай ему еще один шанс. Или там кому-то. Да, я могу поверить. Я верю в такое, да. Ой, смотри, сними это такси водное подъезжает. Это подъезжает водное такси, да. И оно стоит всего сколько? $1? $5. $5, а можно кататься
Люди Вокруг, катаются, да? как на круизном корабле, да. А скажи, что люди, которые тебя знают, не знают о тебе? Знают, но не знают обо мне, Да. что я, наверное, добрее, чем кажусь, на самом деле. А ты себя считаешь искренним человеком? Нельзя себя считать искренним человеком. Почему? Никто не может сказать, что он искренний. Я могу сказать, что я искренний человек. Это не так. Я В любом абсолютно случае, всегда искренний Все человек. равно ты что-то думаешь, что-то можешь скрыть или не скрыть, а в этом уже есть только доля искренности. Нет, ну понятно, что ты не можешь говорить прям как все есть, чтобы человека не обидеть, например. Но это же не повод Это же сказать, не что человек не искренен. Абсолютная Если что-то прямолинейность. плохо, я всегда скажу, что что-то Да, плохо. но абсолютная прямолинейность – это абсолютная глупость в том же самом понимании. А кому ты больше всего веришь в жизни? Я верю. Никому не верю. Даже мне? Тебе верю, нет, тебе верю. Тебе верю. Ну, на самом деле я... А Миленчику ты веришь? Миленчику очень. Миленчик очень. никогда не будет Миленчик- обманывать никого. Миленчик, как дела? Если он тебя любит, он тебя любит. Если он тебя ненавидит, он тебя сразу плюнет. Ага, это точно. У тебя сейчас вот самое важное в жизни. Сейчас самое важное в жизни, наверное, может быть, улучшить работу. В смысле улучшить Ну, работу? улучшить позицию мою. Больше получать? Да. Пойти наверное. на повышение? Ну, типа того, да. А приехать в Америку – это успех? Это успех. Это успех. Когда ты вот с человеком разговаривал бы, что бы вот ты бы его спросил? Что больше всего ты бы хотел узнать у человека? У человека Да. я бы хотел, чтобы человек мне прямо сказал, какой он есть, но это невозможно. Так никто не делает никогда. Все прикидываются добрыми Да. и хорошими. Но на самом деле... А потом ты так можешь пролететь? Да, но дело в том, что у меня есть какой-то вот определенный такой дар, что я же много раз тебе говорил, этот человек плохой. Да, С ним не кстати, надо это разговаривать. правда. С Он ним не чувствует надо общаться, людей. да. А я нет, я во всех вижу столько прекрасное. Но поначалу, естественно, я во всех вижу тоже хорошее и все. Но, А я вот прочитал, но что... я ощущаю, когда от человека идет что-то не то, оно сразу заметно для меня. Я прочитал, что если ты думаешь о человеке всегда лучше, то значит ты сам хороший. Нет, это, ну, это Это говорит о какая-то... том, что просто ты хороший. А самое лучшее твое качество какое? Все. Все качества. Самое лучшее. Из всех самых лучших. Самое лучшее одно. Какое твое качество? Наверное, ум. Я бы не сказал. Спасибо. Большое спасибо. Я бы сказал, что самое лучшее твое качество, что на тебя можно положиться. Ну, спасибо. Ну, в смысле, ты не предашь. Да, нет, я не собираюсь никого И если ты предавать. скажешь, что ты что-то сделаешь, ты это сделаешь. Да, это так. Это очень хорошее качество. Потому что многие говорят, обещают и потом не делают. Нет, я это делаю все. Да. Все, что я сказал, я считаю, что это мое слово. А кто главный человек в твоей жизни, который тебя поддерживает? Ты на данный момент. А почему я? Ну, потому что ты. А кто Это должен очень поддерживать? приятно. Ну, может быть, твоя дочь или Миленчик. Дочь меня тоже поддерживает очень хорошо. Ну, а что значит любовь? Ой, это такой сложный Вот что это и значит? странный вопрос. Любовь, это, я не знаю, это когда один человек, наверное, может сделать абсолютно все Для другого. для другого человека, да, несмотря на то, Да. нравится ему это или нет. Браво. Это ответ не сына, но мужа. Или как это сказать, там говорится как? Да, в смысле, это уже ответ взрослого мужчины. А какой момент в своей жизни ты будешь ценить всегда, больше всего? Который у тебя был? Который вот хорошие воспоминания на тебя навевает? Какой момент в твоей жизни, который был, больше всего ты вот Детство. вспоминаешь? Детство? Да.
Детство. Когда елку, вы не видели, как наряжают елку, Да, для вас мы не всегда это видели. был сюрприз, вы просыпались, он рассказывал, Игорь, что когда они были маленькие, их родители никогда не наряжали елку при них. И всегда это было секретом. И они, когда засыпали, только тогда, за ночь до Нового года, Нет, то есть в эту утром, ночь, в эту ночь. 31-го Да. утром, они Не просыпались. 31 утром, а 1 утром мы просыпались. И То есть они- вы в новогоднюю ночь Да, не они- были с елкой? Нет. Вот они вот всегда делали такой нам праздник. И вы просыпались, и у вас вдруг 1 января елка. Да. Откуда непонятно Непонятно. взявшаяся. И вам говорили, что это Дед Ну Мороз да, сделал. да. И там, конечно, были подарки. Естественно, конечно. Вот это очень удивительно, потому что мы, например, всегда с детства наряжали всей семьей елку до Но Нового года у нас за неделю как минимум Это было 2. потом уже, когда нам уже лет там по 8 стало, по 7. Ну а вот проживя столько лет, сколько ты прожил, что вот ты понял и осознал? Чему ты научился? Научился. Я иногда думаю, что, в общем-то, сколько различных навыков получает мое тело, да, Мгм. которых, например, в детстве у тебя не было. Например? Да любых, вообще просто навыков различных движений, А, действий и так далее. Умения. Умений, Вот, кстати, я вот знаю сейчас намного больше, чем я знал в детстве. Как было бы здорово это все применить тогда? Да, но дело в том, что мы все это познаем, впитываем в себя, а потом уходим, и все. Да. Вот странно. Почему? А ты представляешь, если бы ты прожил 400 лет, какой бы у тебя был багаж знаний, как бы тебе удобно было бы жить, потому что ты бы знал наперед любую ситуацию, Ну, в принципе, что надо да. говорить, что не надо говорить, как себя вести. И вообще, ты бы имел такой бы опыт, что ты делал бы все бы идеальнее, правильнее и меньше ошибок бы совершал. А что тебе было труднее всего принять в тебе? Когда ты осознал что-то в тебе, что тебе было трудно с этим вот смириться и принять в себе такое, что это было? То, что я должен умереть. Это трудно Когда я принять. понял это, А когда ты это понял? Будучи там лет, наверное, 8-9, Как рано. А Да. почему так рано? Ну, вот Обычно я не дети об знаю. этом не думают. вот я думал. Ты думал? Это удивительно. Это было сложно понять, А почему почему ты об это этом- должно произойти. А почему ты об я этом могу думал? сказать почему. Потому что у брата в его классе, когда он только пошел в 1 класс, там умерла девочка. Ну, как бы училась там. Мгм. Ну, это был серьезный шок, потому что мы дружили семьями, и это одна из подружек была, в общем-то. Вот, и я понял, что это ждет нас абсолютно всех. Вот и все. Удивительно. А я вот так не понимал. Я думал, что это с кем-то произошло почему-то, что что-то там такое произошло странное и непонятное, а вот я не думал, что мы умрем. И когда у меня умерла бабушка, меньше года назад, первый раз я столкнулся лицом вот так к лицу со смертью, и я вот тогда понял, что мы следующие. Ну да, Потому что мне все время казалось, что со мной, вот с нами-то это не случится. человек так устроен, такой защитный механизм у нас, Да, чтобы да. мы не думали о смерти. А я и не думаю никогда о смерти. Я просто Ну, я знаю. тоже о ней не думаю, но я сейчас понимаю, что все это неизбежно. Как кто-то Да. сказал, что смерть – это часть жизни. Ну, да. В общем, надо воспринимать это как в порядке вещей. Ну да. И готовым быть всегда. А если ты попадаешь в другой мир, то, может быть, путешествие продолжается? И Может там, быть, не знаю. Говорят, что люди, когда там некоторые умирают, они прям хотят уйти туда и так далее. Но вот я, например, могу сказать такую вещь, что когда умирал мой дед, например, да, с материнской стороны, он кричал, моему дяде, своему сыну, что я не хочу умирать. Ну да. Вот. Люди по-разному. А кто-то хочет. Мой отец умирал у меня на руках, Это он ужасно. в агонии, и Да. самые И последние он- его слова да. были: «Все, я ухожу». Вот то, что он сказал. Ухожу. Да, куда он уходил, я Да. не знаю. Это мы узнаем потом. Что тебе больше всего нужно в жизни сейчас? Мне нужно спокойствие, мне нужно... В принципе, у меня, в общем-то, все есть, но... Да, покой мне нужен, спокойствие. Чтобы Потому тебя что моя жизнь никто слишком... не дергал. Да, моя жизнь слишком, она идет быстро. Не то, что быстро, она как бы
имеет огромную череду событий и быстро сменяющихся. А я хочу, чтобы спокойнее было бы немножко. Что ты ждешь от жизни? Вот что ты больше всего хочешь, чтобы случилось? Сегодня я жду рождения ребенка у моей дочери. Мы все ждем. И ты станешь дедушкой? Ну и что? Это все станут дедушками. Я нет. Ну, ты нет, у тебя нет детей просто, и все. Ну, это... Потому что я не это хочу быть имеет- дедушкой. Ну, хорошо, ради бога. А тебе Лос-Анджелес нравится? Очень. А чем тебе нравится Лос-Анджелес? Лос-Анджелес мне нравится тем, что это город очень странный такой. Это как бы ты едешь, вот проехал километр, да? Да. Город. Следующий частный сектор. Да. И так далее, и так далее. И, И так ты все это сменяется. окружен- Небоскребы маленькие дома сменяются. Да, и ты окружен океаном и горами, и у людей на горах дома есть, и у океана тоже на воде есть дома, как бы у воды. И тебе напоминает это твой родной Тифлис, потому что, говоришь, что там тоже люди Да. на горах живут. Да, Поэтому тебе нравится так сильно Лос-Анджелес. Я вам хочу сказать такую вещь, что здесь есть район Глендейл, очень, такой гористый район, и на Ну, горах это стоят дома. Столица Армении. И все считают Там это много столицей, армян. там много армян. А все очень просто. Просто вот эта местность напоминает Армению. Ага, а ты был в Грузию, все что Армении? угодно, да. Какому бы актеру ты бы дал звезду на аллее славы в Голливуде? Тебя. Ну, мне Ну, да. помимо Спасибо. тебя, если помимо тебя, я не знаю, я бы дал А лично, вообще? да, если даже она у него есть. Русскому актеру, например. Вот Русскому из твоих актеру? любимых, да. Кто ты считаешь заслуживает точно там быть? Кстати, на аллее славы есть Федор Шаляпин, кто еще? Назимова. Вот. А кто еще Из русских? наших, Ну ладно, кому бы ты из дал? русских Говори. актеров я Мгм. бы дал Георгию Вицину. Да? Мгм. Такой выбор первый? Вот такой у меня выбор, да. Удивительно. Странно, потому что, например, Андрей Миронов в фильме «12 Ну стульев». да, но Георгий Вицин, он очень сильный актер был. Очень. Хорошо, идем дальше. Я промолчу. Нет, я не промолчу. Ну, Я кто тебе скажу. нравится? Ну, Евгению Леонову. Леонов, да, бесспорно. Хороший. Шаповалову, актеру театра на Таганке. Да многим, Антипову, многим. На актер самом деле, ты театра же на Таганке. спросил одного, вот мне пришла в голову такая. Любовь Селютина. Ты сказал актеру, но Да, не да. актрисе. А актрисе какой? Актрисе... Юрию Любимову, своему режиссеру, я бы точно дал звезду. Почему мы переехали в Америку? Как так случилось? Я же сказал... Мы же не что- собирались переезжать, мы Не делали собирались, ремонт. не собирались. Я сделал шикарный ремонт просто за год до отъезда. Да. Но Вот. я лично понимаю, почему я решил переехать. Ну да, у тебя из-за конфликтов там со всякими да. трупами и там... Нет, у меня просто юридически не оформили в штат, я стал отставить свои права, и так как Любимов сказал, что нет у него возможности такой, то я ему сказал, тогда я ухожу, и я понял, что я поеду в Голливуд, потому что я актер. Ну да. А ты почему? Ну, я поехал с тобой. Просто за мной. Да. Как ты считаешь, вот если человек приехал, чтобы реализоваться ему в жизни, Лос-Анджелес все дает? Или есть Абсолютно. города, которые лучше? Я бы, не знаю, есть города подешевле, скажем. Но... Какие? В смысле подешевле? Житья? Жилья, да. Ну да, Лос-Анджелес один из самых Это дорогих. один из самых дорогих, да. Я не советую тем, кто желает переехать, не советую ехать во Флориду, хоть Флорида и такой прекрасный Почему? штат, и Почему? тепло и жарко. Почему? Потому что, во-первых, большая влажность, Ну, огромное количество, то есть нет такого количества бенефитов, как в Калифорнии, например. Это, то есть различных пособий на первое время, когда вы переезжаете. Нету нормальной медицинской страховки. Она есть бесплатная, но откуда она... ты это все знаешь? Ты же Знаю там я не всё. жил. Ну, потому что я знаю, с Леной там я это все делал. У нас подруга, Да. да, там жила, переехала. И потом сказала, что хочет в Лос-Анджелес вернуться. Ну да, пока она в Москве. Ну, понятно. Вот, и... Я не знаю, здесь Калифорния в этом смысле, она, во-первых, самый богатый штат из всех. Нью-Йорк и Калифорния, два штата самых богатых. И здесь, естественно, выше все эти вот различные субсидии и тому подобное. Вот.
Насчет страховок медицинских, опять же, сказку рассказывают в России. Ну, у меня у что бабушки здесь нет страховки. Была страховка медицинская и бесплатная. Сколько раз мы попадали в больницу, мы не платили ни копейки. А счета И всё- были огромные. Да, просто. и все это покрывало государство, и у нее даже не было статуса. Да, у Потому нее что они в никакого больнице не статуса. имеют права спрашивать статус. Да, ну, вот у нее И они обязаны оказать помощь. Да. И потом просто оформили medical, вот это, The да? medical сделали, И но у всё. нее была страховка. Да, у нее была государственная страховка. Поэтому у меня нет никаких претензий в этом смысле. И только благодарность. Да. Единственное, может быть, ей не давали денег, Даже- это не положено. Да, потому что даже, да, если так я за ней ухаживал, я бы получал 2000 в месяц, 2000 у долларов. нее не было social security, Да, так что она только не из-за могла. этого. А так бы я за ней ухаживал ведь 6 лет, 7 лет, сколько, я бы получал как зарплату. Да, да. Здесь многие, кстати, ухаживают за своими Мне так родственниками. говорили, сделай, Да, так и сделай есть. это. Я же с ней сидел часами, Я сегодня целыми днями, иначе... говорил с сотрудником, он говорит, у меня это самое, я помогаю своему там зятю или еще кому, ну, в общем, инвалиду какому-то. И он получает деньги за это, да. Да. Минимум wage, он сказал, то есть это минимальная оплата труда, но она здесь составляет где-то порядка 15-16 долларов в час. Да. Ну что же, дорогие друзья, если у вас есть еще какие-то вопросы, то пишите в комментариях, и мы с удовольствием на них ответим. Да, сложно вот так. Я не хочу устраивать из этого видео поучительное видео о том, что надо делать и что не надо делать, как многие это делают. Мы рассказали о том, что мы чувствуем и как мы себя здесь чувствуем. И скоро мы вам покажем этот прекрасный корабль изнутри и его музей. И не там. только его. Это будет отдельное видео. Спасибо большое, дорогие друзья, что вы были с нами. И надеемся, что мы ответили на все ваши вопросы. Но если у вас есть еще вопросы, то пишите в комментариях. И подписывайтесь на наш канал. Да, спасибо, всего доброго, до новых встреч.